У компании Wurkas все отлично с дизайном. И сегодня на обзоре у нас моделька HD04. Не обращайте внимания на голос, АСИП какой-то дикий вирус на меня напал. Но не рассказать об этом фонарике я не могу, потому что мне его хочется открыть. Так как этот фонарик мне напоминает вуаль, не хватает только гусениц и пару ручек. Но несмотря на смешной вид, если мы почитаем характеристики, все довольно-таки интересно. До 700 в дальнем свете и 400 в ближнем, даже 450. При этом Кри 90, то есть хороший свет. 4000 у нас получается на ближнем свете и 6500, где-то это указано, у нас идет на дальнем. Светодиоды стоят SST-20. Довольно мощные, но не самые экономичные, поэтому в одном люмине, который мне нравится, они работают около 80 часов. Я надеюсь, что тактильно он будет так же приятен, как и визуально. Кстати, весит данный фонарик всего лишь 56 грамм. Достаем. Добро пожаловать в семью Wurkas. На самом деле, ребята на стиле. Это все как бы при распаковке очень приятное впечатление оставляет. И если запутаетесь, здесь есть описание всех режимов работы. Все основные языки присутствуют. В количестве 9 штук это не так часто встречается. А вытащили мы его вверх ногами, поэтому начнем с темляка. Темляк обычный, шнур Type-C, Type-C, шнур толстенький, пойдет. И сам герой обзора HD04 достаем. Кстати, он довольно-таки маленький. Вариация на тему G5, ну то есть как бы ответ от Wurkas Wubin. Давайте уберем вот эту вот пленочку. Хотя, если вам нравится желтый цвет, можете оставлять. Ребята, а он хорош. Прозрачный пластик. Видны внутренние элементы. Внутренние элементы, как видите, сделаны качественно. Сам пластик приятный. Очень большая клипса сзади. Такая себе прищепка. Довольно плотная и прорезиненная с одной стороны. То есть его можно использовать как на карман, так и на кепку. Ничего себе, у него две клавиши. Слева и справа, а сзади у нас идет зарядка, и, как мне нравится, она идет без резинки. Из минусов может забиться грязь, но такой фонарик в грязь, я думаю, вы ложить не будете. Давайте попробуем, как он гнется. Вот так. И вот назад не гнется, гнется вперед. Так, а как у нас вращается голова? На 180 градусов. И, судя по картинке, на 95. То есть его можно совершенно спокойно, что мы дальше проверим, закрепить на кепку. И как вперед, так и вниз будет светить. Блин, неплохой фонарик вырисовывается. При этом корпус без проблем разбирается. То есть, если захотите разобрать и поменять зачем-то аккумулятор, разбирается корпус без проблем. И даже вижу там свободное место, можно было еще что-то положить. Так что, если нужно спрятать заначку, мне кажется, здесь она влезет. Давайте взвесим. Все четенько, 56 грамм. Общая высота 71 миллиметр. Ширина 34. И толщина, ну давайте померяем голову, меньше 15 миллиметров. А если мерять с клипсой, то 23 миллиметра. Погнал тестировать и через пару секунд вернусь. Голос у меня наконец-то появился. И несмотря на то, что с фонариком я проходил уже несколько дней, он до сих пор не перестает меня радовать. Такой веселой формы я уже давно не видел, при этом сделано все качественно. Я, кстати, замерил у него, сколько он работает в турбо, и он тоже порадовал. И даже, наверное, мы его разберем, хотя вся электроника находится в голове, но сможем оценить, насколько он боится воды. Должны быть резиновые уплотнители. В общем, посмотрим чуть позже, а пока давайте посмотрим, как же он светит. Но перед этим, я думаю, стоит разобраться с режимами работы. Они здесь вполне логичные, все управляется двумя клавишами. Кстати, интересная фишка – блокировка нажатием с двух сторон. Нажали – заблокировано. Нажимаете левое ухо, горит зеленый свет. Обозначает то, что фонарик заряжен. Мигающий зеленый будет где-то 50-75 заряда, красный 50-25, мигающий красный, ну тут уже надо заряжать. На правое ухо нажимаем, фонарик показывает, что он заблокирован. Для разблокировки также зажимаем. Два уха и все включается. Теперь по самому управлению. Включение-выключение, как вы поняли, правое ухо, правое, если смотреть на него спереди. Для того, чтобы попасть в минимальный режим, зажимаем, попадаем в 1 люмен. Далее по очереди у нас идет 10 люмен, 100 люмен и 450. И да, для того, чтобы изменить с максимального на минимальный режим, нужно нажать два раза. Два раза максимальный, два раза минимальный. Удобно, логично, понятно. Переходим на другой режим. Все аналогично. Выключаем. Для включения в минимальном зажимаем правую клавишу. Включается 1 люмен. Далее 10, 110, немножко больше, 375 и 750. Для такого малютки 750 люмен, мне кажется, отличный результат. Кстати, производитель написал, что в этом режиме он будет светить целую минуту. И он соврал. Включаем дальний свет, включаем максималочку и смотрим, не падает абсолютно никак яркость. Уже проходит практически минута, а яркость все никак не падает. И начинает падать она буквально на 1 минуте 20 секунд. И на 1,5 минуты она уже прилично падает. И я, в общем, прекращаю тестирование. При этом фонарик прогрелся довольно-таки равномерно. А вот таким образом это выглядит, если смотреть через инфракрасную камеру. А если пробовать руками, он одинаково горячий, около 50 градусов. И если вы смотрели какой-нибудь из моих обзоров, где я замеряю турборежим, то ни в одном из них таких результатов фактически не было. И учитывая, что здесь в принципе маленькая голова и 750 люмен, я считаю,
практически 1,5 минуты отличным результатом. Давайте посмотрим, как он ведет себя на 450 люмен на ближнем свете, у которого лучше кри, но меньше яркость. Итак, включаем на максималочку. И как мы видим, практически сразу начинает падать яркость. На минуте она уже меньше на 20% приблизительно. И скатывается намного сильнее уже где-то к 1,5 минутам. При этом голова прогрелась чуть-чуть меньше, и я немножечко удивлен, почему так быстро сбрасывается яркость. Светодиоды из одной и той же серии, и то ли датчик температуры ближе расположен к этому светодиоду, то ли еще какие-то причины, но, как видите, он чуть-чуть раньше сбрасывает яркость. Но учитывая то, что яркость теряется меньше, чем на 20%, глазом это практически не видно, по люминам, конечно, видно, а глаз практически не видит, поэтому 2 турборежима засчитываем данному фонарику. Еще хочу отметить очень плавное движение вот этой головы. Скорее всего, внутри стоят резинки, смазанные силиконом, потому что он ходит туго, но плавно. При этом, как видите, можете направить его абсолютно в любую сторону. В этом он, конечно, универсальный. Кстати, его удобно крепить на кепку. А вот таким образом он садится на кепку. И если повернуть в правильную сторону голову, то можете освещать и вперед, и вниз. В общем, любое направление, которое вам нужно, вы с помощью данного фонарика осветите. Плюс есть дальний свет и ближний. И, мне кажется, отличный вариант накепочного фонарика. Кстати, он не только накепочный, но и на карманный. А вот таким образом можно его закрепить на карман и светить куда вам нужно. Очень удобно, в руках не мешает, светит вперед. Можно, конечно, закрепить в обратную сторону, если переживаете, что что-то в нем разобьется, либо же просто положить в карман. Конечно, я протестировал, как же он светит в лесу. Сейчас как раз очень активно растет всякая зелень, поэтому давайте смотреть. Итак, на дальнем включаю минимальный режим на 1 люмен, и уже что-то видно под ногами. Включаю 10 люмен, и с этим уже можно передвигаться. Перехожу в 100 люмен, и 100 люмен вполне себе хватает для комфортного передвижения. 375 люмен, и вокруг уже все видно, довольно далеко пробивает. И если включаем максималочку 750, даже есть какое-то количество избыточного света. И если отмотать лет 10 назад, то 750 люмен для фонарика это были космические цифры, а сейчас они вот буквально в каждом спичечном коробке есть. На ближнем свете обратите внимание на качество цветов. Во-первых, 4000 кельвинов, во-вторых, лучше цветопередача. Итак, включаем на 1 люмен, нифига не видно, потому что свет рассеянный. На 10 люмен уже что-то видно под ногами. На 100 люмен можно вполне себе комфортно передвигаться, а если врубаем 450 люмен, все вокруг освещается, угол засветки получается широкий и довольно-таки комфортно. Взял максимально крупный план, и, как видите, качество изготовления головы на очень хорошем уровне. Кнопки, кстати, идут металлические, включаются с приятным щелчком и выключаются, собственно, с таким же. Единственное, чего, я думаю, боится данный фонарик, это, конечно же, песка, потому что открытый порт заряда и открытые шарниры. Но если его не кидать в песок, у него очень много преимуществ по сравнению с фонариками, которые светят в одну сторону. Магнит довольно-таки надежный, и данную тушку он держит в любом положении. И вы спросите, а как светят RGB светодиоды? Давайте покажу. Удерживаем правую клавишу, и он плавно начинает менять цвета. Фиолетовый, красный, желтый, зеленый. Чистых цветов 3, зеленый, красный и синий, но попасть на них, если честно, тяжело. Самый простой способ попасть на чисто красный цвет – это 3 раза нажать на правое ухо. Раз, два, три. И мы включаем вот такую вот красную мигалку, которая может пригодиться, и если нужно себя обозначить, когда едете на велосипеде. Но есть и другие режимы. Итак, включаем RGB-шку, жмем 2 раза. При этом мигать можно заставить любой цвет. Ну, к примеру, хотите помигать вот таким вот желтым, 2 раза жмете, и фонарик начинает мигать. Зачем это нужно? Честно говоря, не знаю. Возможно, соберется большое количество любителей данного фонарика, все включат в мигающий режим, и будет вот такое вот себе световое шоу. Он может еще плавно переключать цвета. Вот таким образом это выглядит на улице. Как вы видите, заявленные 10 люмен, я думаю, присутствуют. На некоторых цветах, мне кажется, поменьше, но плюс-минус 10 люмен есть. А если мы зайдем в подъезд, все это будет выглядеть вот таким образом. Довольно-таки ярко получается. Правда, зачем, не знаю, но функция есть и есть. А давайте проверим, может быть, и еще какой-то режим тут есть. Да, есть вот такая вот полицейская мигалка. Ну, этот режим еще можно как-то использовать, например, себя обозначить на дороге или кого-то шугануть. А давайте еще проверим. Ну, вот это можно как елочную игрушку использовать. Свет включается каждый, затухает, разгорается. В общем, ну, такая себе приколюшка. А если, к примеру, есть небольшая боковая засветка, справа у нас находится асфальт, слева у нас находится трава. Итак, включаем дальний свет. И, как мы видим, даже на одном люмине мы что-то можем увидеть под ногами. 10 люмен уже лучше, можно спокойно передвигаться, например, выгуливать собаку. 100 люмен освещает, мне кажется, с головой, то есть этого вполне себе достаточно для ежедневной ходьбы. 375 люмен вообще отлично вдаль пробивает. Ну и 750 люмен, конечно же, дает дальний луч на 120 метров. В общем, около 100 метров данный фонарик явно пробивает. А если не хотите шарить ярким лучом по кустам,
Просто переходите на широкий режим, а вот таким образом выглядит люмен. Его вообще никак не видно. Включаем 10 люмен, как видите, уже что-то видно под ногами. 100 люмен нормально освещенная территория, можно удобно передвигаться, все вокруг видно. Но если включаем, конечно же, 450, то у нас идет широкая засветка и можно спокойно гулять, но опять же не дольше, чем минута. Я вообще не рекомендую разбирать фонари, поэтому, конечно же, разберу. Кстати, здесь стоят не саморезы, а нормальные винты, как видите, с обратной стороны впаяны гаечки. И это опять же плюс производителю Уркас. Ну реально сделано хорошо. Я не люблю раскручивать фонари, у которых саморезы. Потому что саморез, особенно мелкий, он иногда нормально закручивается, иногда потом закрутишь, собьется резьба. В общем, не стоит саморезы по 100 раз маленькие выкручивать. А вот винтики можно хоть 100 раз выкручивать, им ничего не будет. Итак, разбираем. Надеюсь, я после этого его соберу. На самом деле ничего сложного нет. Как видите, одна часть у нас идет с вклеенными гаечками, а вторая часть у нас вот таким образом выглядит. Между ними проложен уплотнительный материал. Вот эта часть входит внутрь и надавливает на него. То есть водонепроницаемость есть, но IP6 это вам не IP68, поэтому под воду погружать не стоит, тем более вот этот элемент у нас по-всякому вращается. Довольно знатных размеров магнит. Если кому-то магнит не нужен, то можете разобрать и вытащить. Аккумулятор закреплен на двухсторонний скотч, затянут в такую вот красивую термоусадку. Как видите, здесь вообще ничего кроме этого аккумулятора нет. И я немножко погорячился, когда сказал, что можно поставить больше. И, собственно, основная ценность фонарика это, как видите, голова. Кроме головы здесь фактически все остальные детали элементарны. Кстати, для тех, кто любит заменять аккумуляторы, 2 обычных провода перепаиваете, если переживаете за долговечность, проблем никаких. Как я и говорил, здесь вот в качестве уплотнителя используются вот такие вот резиновые колечки, они смазаны силиконом. Ну и в общем-то здесь больше ничего интересного я не вижу. Винтики качественные, нигде не сбилось покрытие, в общем все на достойном уровне. По пятибалльной системе доступ к аккумулятору 4 твердая. Если ищете качественный, недорогой и яркий фонарик Клипсу, и чтобы он выглядел вот так вот необычно, я даже не могу сказать, какой, кроме этого фонарика, можно порекомендовать. А этот, учитывая его цену в 21 с чем-то евро, смело могу рекомендовать. Если вас не пугает такая форма, фонарик можно смело брать. Очень интересный экземпляр получился.